You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. Долго сидеть без квестов я не смог, и ситуация вынудила меня вернуться в Манилу. Это видео о том, что я делал в Маниле и как я там выжил. Билет на самолет до Манилы стоил 8000 рублей туда и обратно. Из Думагети в Манилу и в Манилу в Думагети. Это на песо где-то 4 или 5000 песо в оба конца. Вот он, филиппинский лоукостер. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Уже ощущаю запахи Манилы. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. От аэропорта я перешел дорогу, немножко прошел пешком через мост, вышел в даунтаун, ну или в какой-то жилой район, и сел на джипню. На джипне за 19 песо я доехал до SM Manila Mall, ну или рядом. Сейчас мне нужно пройти где-то 1,5 километра пешком. Я хочу посетить главный иммиграционный офис. Головной филиппинский иммиграционный офис. У меня к ним есть вопросы. Почему они не отвечают на мои звонки? Что меня таксисты уже задрочили. Маленькие трициклисты, которые орут со всех концов. Тут идти километр. Спасибо, пройдусь. Головной иммиграционный офис – это первая часть моего квеста в Маниле, моего 2-дневного квеста в Маниле. А завтра я иду в консульство Российской Федерации. Мне нужно подать документы на загранпаспорт, чтобы не ехать в Россию. Лучше я сделаю загранпаспорт здесь, на месте, на Филиппинах. А также мне нужно сделать доверенность, чтобы мама могла получить банковскую карту вместо меня в России. Господи, что такой приставучий таксист с велосипедом. Он на своем велосипедике меня гораздо медленнее довезет, чем я пешком ногами дойду. Только что вышел из главного миграционного офиса. Эту страну погубит ее собственная бюрократия. Проблема Филиппин в том, что разные государственные офисы, разные государственные структуры никак не сообщаются между собой. У одной структуры одни правила, у другой структуры другие правила, и они с друг другом никак не соединяются. Я ездил в главный иммиграционный офис в Маниле, чтобы задать один простой вопрос. Чтобы подать документы на ПМЖ, у меня должен быть открыт банк-аккаунт на Филиппинах на мое имя, и я должен перевести туда определенную сумму. Я был примерно в 10 банках, и они не открывают мне аккаунт только потому, что я турист. Банковская политика на Филиппинах, они не открывают банковский аккаунт туристам. Но как перестать быть туристом без банковского аккаунта в иммиграционном офисе мне объяснить не смогли. У них написано, и все в правилах. Раньше, до 2020 года, это было сделать можно, и некоторые мои знакомые подались на ПМЖ, потому что у них был банковский аккаунт. Они успели сделать его до июня 2020 года. После июня 2020 года политика Филиппин, банковская политика Филиппин изменилась.
И с тех пор туристам банковские аккаунты не открывают. Офицер просто развел руками. Ну, вот написано в правилах и написано, что я сделаю. Судя по всему, этот вопрос больше решить невозможно. Другие опции податься на ПМЖ – это купить квартиру, либо инвестировать определенную сумму в акции филиппинские и ждать 4 года. Но это не вариант, потому что как ждать 4 года и владеть квартирой, если визу дают максимум на 3 года? И что делать, если после 3 лет я не смогу заехать обратно? Лошадка. До моего отеля 6 километров. Потопаю пешком не спеша, чтобы в такси не залазить. Какое неприятное лицо вот у человека слева. На Путина что-то похож. We're all searching for that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. Обеденный перерыв. 140 песо стоило в Итаре покушать. Ну, чуть-чуть дороже, чем в Думагете. Такой бы обед в Думагете мне обошелся 80-100 песо, наверное. Пока иду, ни одного иностранца не встретил. Наверное, они по подворотням не ходят здесь. Ведь там же люди живут. Вот мой отель Red Doors. Я забронировал 2 ночи по 1400 каждая. Получилось 2700 почему-то. 100 песо скидку даже сделали. Room C. Room D. Room D. Maybe this one? Yeah, this one. Ну и нормальненько, хоть не воняет. Да, вполне нормально. Все-таки все познается в сравнении. Очень приятный отель у меня здесь. Чистенький, аккуратненький. Мыло есть, зубная щетка, зубная паста. Все чистенько. Кулер с водичкой, с холодной, с горячей. Не то, что тот гроб за 2000, который, кстати, недалеко отсюда. Ужин. 215 песо стоила картошка, маленький бургер с рыбой и лимонад. Я не знаю, что это за сеть. Я в Макате сейчас. До чего же тут много уродливых высоток? Как сказал мой друг, велодорожки – признак цивилизации. А здесь везде велодорожки. Мне кажется, Манила очень удобный город для велосипедистов. Я бы хотел сюда со своим великом приехать и покататься по городу. Очень много электрических самокатов, электросамокатчиков. Вряд ли компания Mercedes имеет какое-либо отношение к изобретению этой джипни.
Второй день моего квеста в Маниле. Мне нужно найти RCI Building. На 4-м этаже этого здания консульство Российской Федерации. Я заранее с ними списался, отправил копии своих документов. Они мне назначили встречу, назначили время и день. И вот я к ним прилетел. Мне нужно подать документы на загранпаспорт, который у меня скоро кончается, и сделать доверенность на маму. Вот оно, RCI Building, у меня на 4-й этаж. Второй квест тоже позади. Только что вышел с консульства с нашего, подал заявление на паспорт и сделал доверенность. Все четко, все хорошо, мне понравилось. Приняли анкету, взяли текст доверенности. Нужно было оплатить консульскую пошлину на паспорт, 10-летний паспорт с электронным носителем информации. Консульская пошлина стоила 4100 песо. Не так уж и дешево. Чтобы сделать чтобы сделать доверенность, нужно было заплатить 1500 песо. Но сейчас вернусь в отель, отдохну, приму душ и пойду немножко погуляю по городу. Завтра мой самолет в Думагете. Так, кажется, я куда-то не туда забрел. Я пришел в зоопарк, Манила Зу. Хочу посмотреть зоопарк. Они сказали, это бесплатно? А в чем подвох? Пустили в зоопарк бесплатно. Я просто написал свое имя, не настоящее причем. Слон Мали. Бедняжка, какой он грустный. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on Мой самолет в Думагете в 7 утра, поэтому мне пришлось проснуться в 4 утра и взять такси до аэропорта. Такси взял с меня 300 песо, ну хоть не 500, как в прошлый раз. Я не скажу, что Манила мне понравилась, это город контраста. Огромные, дорогие высотки района Макати, а на контрасте трущобы, бедность, бездомные.